фоне преследования со стороны церкви Pussy Riot, на фоне скандалов, связанных с роскошной жизнью патриарха, дело об увольнении Михаила Корякина является не менее значимым. Дело об увольнении Михаила Корякина связано с судьбой конкретного человека, которого преследуют за его гражданские взгляды и за его гражданскую позицию. Причем эта позиция ни в коей мере не противоречит христианским представлениям о правде, о нравственности, христианским нормам, которые должны в своей деятельности и в своей повседневной жизни, наоборот, демонстрировать и отстаивать все священнослужители. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сοι вся исполняй сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися вны, очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. В основных заповедях христианства говорится: блаженны изгнанные за правду, блаженны алчущие и жаждущие правды. И своей деятельностью, своей работой Михаил Корякин как раз и осуществлял эти заповеди. Если бы руководство телекомпании «Образ», которым является священнослужитель Василий Спирин, следовали этим христианским заповедям, то такого бессовестного поступка, как увольнение режиссера-монтажера Михаила Корякина за то, что он отражал в своей работе правду, этого никогда бы не последовало. В чем смысл каждого человека на земле? Стяжание Духа мирного, стяжание Духа Божьего. Но на этом пути нас поджидает множество скорбей и испытаний. Страсти человеческие нас раздирают. Грех господствует в нашей жизни. Дьявол пытается управлять нашим бытием. В данном случае, как мы считаем, основным инициатором увольнения Михаила Корякина явились репрессивные органы. Скорее всего, Центр по противодействию экстремизму, который был недоволен правозащитной деятельностью Михаила Корякина, выражавшейся в освещении оппозиционных событий в Нижнем Новгороде. «7 мая инаугурация президента. В этот же день патриарх Кирилл собирается провести в храме Христа Спасителя молебен, где и спросит благословение Божие на служение президента Отечеству и народу. Я не знаю, что Господь ответит патриарху, но народ уже ответил президенту. Он не хочет дальше иметь его в качестве руководителя государства. Государство использует церковь в своих интересах для подавления любых проявлений инакомыслия, любых проявлений свободомыслия, проявлений гражданской позиции, которая не согласуется с официальной линией, проводимой действующей властью. Мы считаем, что такое сращивание церкви с властью, превращение церкви в карательный элемент власти совершенно недопустим. И он не объясняется никакими христианскими нормами.
А отдельные священнослужители, как, например, Василий Спирин, которые проявляют излишнюю инициативу в выполнении указаний со стороны представителей карательных органов, они лишь дискредитируют церковь в глазах миллионов верующих, которые не видят в церкви духовного авторитета, а видят лишь репрессивную машину, видят лишь проявление роскоши. Фактически происходит то, что было описано в Священном Писании, когда преклонение перед мирскими властями, перед князьями мира всего становится важнее для служителей церкви, чем выполнение заповедей Христа. Грех господствует в нашей жизни. Дьявол пытается управлять нашим бытием. И мы понимаем, что никакие наши человеческие силы, ни образ нашего силы ума, ни материальные средства не смогут противостоять дьяволу и соблазнам века сего. Казалось бы, очевидным является положение о том, что церковь и ее служители должны быть связаны с духовностью, должны быть духовными авторитетами. Однако на протяжении 2012 года вся Россия наблюдала за тем, что церковь сращивается с государственной властью и представляет собой скорее противоположность духовному авторитету. Это стремление к власти, стремление к материальным приобретениям, богатству, роскоши. Осознавая свои немощные силы, мы просим помощи Божией, покрова Царицы Небесной и молитвенного предстательства угодников Божьих. В Нижегородском регионе церковь приобрела в свою собственность дом офицеров, огромное помещение на центральной улице Нижнего Новгорода, откуда были через некоторое время выселены многие кружки, которые занимались там. Церковь пыталась захватить и Нижегородскую консерваторию, учебное заведение, единственное на целый регион, не только для Нижегородской области. И лишь благодаря возмущению общественности, благодаря вмешательству и федеральных властей, этим планом не суждено было осуществиться. Параллельно с этим осуществлялись грандиозные проекты стоимостью в сотни миллионов рублей, такие как вывешивание гигантского колокола стоимостью 150 миллионов рублей, роспись храма Александра Невского, на который выделено 30 миллионов рублей главой города Кондрашовым. Все эти деньги уходят исключительно на украшательство. Самое главное – забота о человеке, забота о высших духовных идеалах, она оказывается ложной. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донесть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Мы не выступаем против веры, мы не выступаем против православия. Напротив, многие из тех, кто выступает сегодня в защиту Михаила Корякина, это верующие православные люди. Им очень дороги те чувства верующих, на которые часто ссылаются, будто те или иные акции их оскорбляют. Ни в коей мере мы не намерены оскорблять чьих-либо чувств. Церковь никоим образом не может быть заинтересованной в увольнении человека, который всей своей деятельностью несет в мир правду, несет в мир слова правды и справедливости. В данном случае мы рассматриваем эту ситуацию больше даже с социальной точки зрения, поскольку церковь – это социальный институт. И мы видим негативные тенденции сращивания этого института с органами государственной власти, с репрессивными органами. И вот именно против таких тенденций мы и выступаем, поскольку считаем, что они опасны. Они приводят к таким ситуациям, о которых мы сегодня говорим, к увольнению людей за инакомыслие,
Причем за поступки, которые даже не идут вразрез с православными нормами, с христианскими ценностями, а скорее наоборот соответствуют им. Господи, помилуй нас на Тебя уповаку. Не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне ко благоутробен и избавленный от враг наших. Ты быси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.